Ага. Приветствую, друзья! Вы на канале Русолог. Мы снова в эфирном режиме выпускаем видеоролики. Сегодняшняя тема будет посвящена образованию. Вообще образование – это какая-то фундаментальная вещь, и родители, когда дети еще не пошли в детский сад, думают о том, где они будут учиться сначала в школе, потом в университете. Постоянно идут разговоры о качестве образования, тем более о качестве высшего образования. И я, собственно, уже, наверное, несколько лет работаю над темой образования в высших учебных заведениях. Причем работаю фундаментально и являюсь сотрудником научной организации. Так вот, вообще, когда люди начинают заниматься фундаментальными исследованиями, это, как правило, выливается в десятилетия работы. Поэтому я здесь пока новичок, но хочу рассказать про то, какие уже у меня есть гипотезы по поводу нашего образования, а самое важное – по поводу так называемой цифровизации образования. Смотрите, сейчас, особенно во время пандемии, активно развивается тема цифрового образования. Что это значит? Это значит, что люди будут получать образование, в том числе и высшее, по большому счету не выходя из дома. И ученые, социологи, другие ученые начинают размышлять на эту тему. А насколько это эффективно? Насколько это правильно? Какое качество образования будет в итоге? Ну и так далее. Со своей стороны, что я могу рассказать по этой теме? Смотрите, вот мы берем традиционное образование, традиционные высшие учебные заведения. Там, помимо формальной составляющей, получения знаний, да, и оценки, зачеты и так далее по этим знаниям, есть еще одна немаловажная вещь, а возможно она и главнее, и гораздо значимее просто получения хорошего образования. Это так называемая образовательная среда. Это та культура, которая впитывается студентом, когда он проживает жизнь в вузе, в своем университете, институте. И вот это поле образовательной среды, вот этих неформальных отношений между студентами, неформальных отношений с преподавателями, то, как мы считываем, как преподаватель зашел в аудиторию, как он выглядит, как они общаются друг с другом, отношения с администрацией факультета, там, совместное питание в столовых и так далее. Вот этот весь набор огромных отношений, он, с одной стороны, не фиксируется теми людьми, которые должны отвечать за глобальное управление образованием, и, с другой стороны, его вообще как бы нет в студенческой жизни. То есть это не те данные, не те показатели, на которые обращают внимание для того, чтобы изменять в целом государственную политику высшего образования. Но, возможно, здесь и есть плюсы, потому что это развивается в своей среде, выстраиваются горизонтальные связи, какое-то происходит общение, и как-то все живет своей жизнью. Что здесь важно? Когда мы переходим на онлайн-образование, то, что я рассказал ранее, да, вот это отношение, это студенческая жизнь, она переходит в другой формат. И получается, что, возможно, студенческая жизнь сокращается до минимума в получении знаний. Мы сейчас проводили исследование, онлайн-опрос проводили небольшой, пока мы работаем над написанием статьи, может пройти несколько месяцев. Вот. И там есть одна гипотеза. Вот сейчас, когда я обрабатывал данные, это был количественный опрос, опросили там 240 человек. Понятно, что это не глобальная какая-то выборка, но в рамках научного исследования, когда проверяются гипотезы, это вполне нормально. Так вот, там есть один маленький штрих, который может многое объяснить. Те люди, которые вот за времена пандемии в большей степени обучались аудиторно, то есть приходили в вуз и так далее, они чаще говорят про то, что они студенты при самоопределении. То есть что это значит? У нас есть такой вопрос, некоторым он показался достаточно глупым. Как вы себя, в первую очередь, вы кто? Вот такой, это открытый вопрос. То есть человек должен ответить на этот вопрос. Какую роль вы сейчас выполняете, да? Про роль? Да. Просто очень серьезно готовился к этому видео и забыл формулировку вопроса.
Так вот, и те люди, которые занимались больше аудиторно, они первую свою характеристику вспоминают студент. Там или хороший студент добавляют, еще плохой студент, одинокий студент, даже такие формулировки были. А те, кто сидит онлайн, он себя самоописывает, то есть те, кто проходили обучение дистанционно, вне зависимости от курса, да, в большей степени, они себя описывают через другие характеристики. Человек, гражданин, влюбленный, рабочий и так далее, но не студент. И мы вот это разделение уже внесли, но это как гипотеза, понятно. Но о чем они говорят? Что человек, который погружен в процесс обучения, это человек живет студенческой жизнью и определяет себя через студента. Через сессии, семинары, через какие-то отношения после обучения и так далее. А тот человек, который не погрузился, молодой человек, да, студент, который не погрузился в эту студенческую жизнь, в образовательный процесс именно физически, он себя не мыслит студентом в первую очередь. И в этом смысле, если мы пойдем глобально, через повседневные практики и так далее, то цифровизация образования вообще трансформирует, а где-то и уничтожает социальный институт образования. То есть это как огромный столб нашего общества и вообще общества, которое через повседневные практики вырабатывает определенную модель поведения для всего общества. Ну хорошо, какие последствия тогда от этого могут быть? Возможно, как одна из последствий, вот если не будет этих практик, да, ну, сложно прогнозировать, но в целом просто мы потеряем класс людей, у которых есть, которых можно определить по качеству образования, там, по тому вузу, где он учился. То есть, возможно, вот этот огромный столб высшего образования, элитных вузов, которые есть в России, да, элитных военных вузов и так далее, может просто нивелироваться. То есть... Нужно ли это сейчас? Что? Ну вот, чтобы была какая-то принадлежность, какой-то элитарности, чтобы ты мог определить, это сейчас важно? Слушайте, да, с точки зрения того, что общество в целом трансформируется и уже не будет никаких иерархий, останутся только горизонтальные связи, общение, там, узлы и так далее, возможно, это не важно, но с точки зрения интереса к жизни, каких-то качеств, которые тебе дает вуз после, с точки зрения впечатлений, где ты учился, как ты учился, именно физическое пространство очень важно. То есть впечатлений будет меньше у человека, а если меньше впечатлений, мозг по-другому будет работать. Тут даже вопрос не вылет. Я вот хотел сказать, что здесь вопрос не элитарности вуза, не обязательно человек какой вуз закончил, важно, как он прожил эту студенческую жизнь. Когда мы сидим за компьютером онлайн, открываем окно условно семинара, а параллельно открываем окно интересного фильма, то у человека не останется впечатлений о студенческой жизни. Ну, то есть они будут гораздо меньше, гораздо скуднее, чем если бы он пошел учиться в аудиторный формат. Если бы ему для этого нужно как минимум одеться, там, выглядеть как студент и так далее. То есть впечатлений станет гораздо меньше. Да, возможно, будут какие-то знания, но знания, во-первых, устаревают, и знания не ценны, как сами знания. Знания ценны, когда знания позволяют человеку мыслить, решать логические задачи, которые он раньше не решал, дают его, привносят в его культурный образ жизни, ну, насыщают его культурно. Вот тогда да, эти знания важны. А если это просто знания какие-то специальные, уникальные и без контекста, ну, тогда мы как роботы становимся. А почему ты не говоришь о том, что, или ты не считаешь, что вот такой формат онлайн для высшего образования, он может сказаться на способностях, коммуникативных способностях студентов, которые будут потом уже получать диплом и выходить уже в, так скажем, в рабочую, непосредственно в рабочий процесс включаться. Не скажется ли это на их каких-то коммуникативных навыках? И еще также вопрос, мне кажется, какие-то даже здоровья, нет? Тоже может это все сказаться на том, что если там 4 или уже, если из магистратуры 6 лет
проводишь время онлайн большую часть времени, и у тебя нет таких предметов даже, как физкультура, которые в вузах, первые 2 года уж точно есть, и ты там не тратишь времени на дорогу, то у тебя возникает даже какие-то, могут возникнуть ряд проблем по здоровью. Разве это не важно? По поводу специалиста как работника. Вот такой экономической логики, и я осознанно ухожу, потому что, в первую очередь, это дело экономистов, во вторую очередь, именно цифровизация образования прорабатывается с точки зрения экономической логики, насколько это экономически оправдано, и это экономически оправдано. Это дешевле, а результат практически тот же. То, что можно измерить, то есть какая мораль у человека, какая культура, это неизмеряемое, а то, какие процессы он совершает на работе, нормально. Даже если, возможно, упадет качество на 5%, но мы можем сэкономить на образовании на 30%, нормально, потом втянется и пойдет дальше. В этом смысле я не вижу здесь серьезной угрозы для специалиста, как для работника. Возможно, будет немножко хуже качество, но сейчас не нужны и серьезные, высококвалифицированные специалисты, потому что автоматизация достигла таких объемов, что с каждым годом квалификация сокращается. Например, Сбербанк сократил 3000 юристов, которые работали с кредитными договорами. Сейчас это делает робот. Я пытался взять большой кредит, для меня большой кредит в Сбербанке. Большой кредит, вот они мне должны проверить. И мне звонит робот. Робот мне звонит, когда я у них прошу, условно, 1 000 000 рублей, чтобы что-то у меня спросить. Ребят, если вы уже не хотите за 1 000 000 рублей, чтобы со мной человек пообщался, я отказался от кредита в Сбербанке. Это я к тому, что не нужны такие серьезные, уникальные специалисты в таком массовом порядке, который может дать образование. И по поводу здоровья. Здесь такой момент, что, во-первых, онлайн тоже идет физкультура. Вопрос здоровья, если они считают, что это эффективней, то есть мы 30% бюджета экономим, то мы можем просто на занятия дать детям, чтобы они занимались физкультурой или общей физической подготовкой через другие каналы. То есть можно вырвать именно из института образования вот эту часть типа здоровья. Да. Ты согласен с идеей о том, что классическое образование в том формате, в котором оно было раньше, оно теперь становится все более элитарным, а, так скажем, массовое для массового, среднего статистического студента, человека, все будет переходить в онлайн, и это будет продолжаться? Это действие определенных людей. То есть, скажем так, есть глобальные какие-то интересы, но даже на государственном уровне сделать классическое образование более элитарным, потому что оно более дороже. Это логика это просто экономика. Ребят, если мы оставляем здание в центре Москвы, например, это дорого. Соответственно, стоимость образования будет выше. Либо будет выше конкурсный отбор. А если мы делаем онлайн, это дешевле, гораздо. Соответственно, его могут получить все. С точки зрения экономики. Да. Здесь про элитарность не говорил Дмитрий Песков, не тот, который пресс-секретарь, а другой. Но, в принципе, в чем-то он прав. Но это подход, понимаете, это глобальный подход западного общества. Те, которые привыкли все считать, что если есть какая-то ценность, и эта ценность очень высокая, она должна быть дорогой, условно. Да? И Советский Союз давал ценность, и до этого Российская империя давала ценность по, скажем так, всем максимальную ценность в образовании. Но это экономически не оправдано. Зачем? И понимаете, в чем отличие? То, что политика Грефа идет в отношении образования, и другой подход, которого, скажем так, ученые придерживаются, скажем так, консервативный, наверное, взгляд какой-то, что образование – это не только экономическая функция. И социологи, конечно, стоят на позиции таком, что образование – это в том числе и культура. Образование – это воспитание, это социализация, последняя социализация, где можем сделать людей, которые будут двигать, развивать наше общество. То есть элиту не в смысле количества денег, да, или еще чего-то, а именно тех, кто будет развивать нас.
А этот подход не нужен. Зачем? Это же у него еще, здесь еще хороший видеоролик, где он говорит: ребят, зачем людям образование? Вы что? Давайте вот сделаем функции и все. Зачем им критическое мышление? Человек должен прийти на завод, отработать 8 часов как робот и вернуться. А когда он начинает задумываться об этом, он час-два за чашкой чая обсуждает руководство. Ну и в этом смысле такой момент. На государственном уровне, как ты считаешь, есть какое-то, не знаю, противостояние точек зрения, или это массово, так скажем, всеобще поддерживается вот это вот переход на цифровизацию и онлайн? На государственном уровне точно есть противостояние. И вообще, наверное, самая конфликтная сфера государственной политики, которая может быть, это образование. Потому что там в этой сфере работают очень умные люди. А там, где много умных людей, там очень жесткие конфликты. И разница в взглядах, разница отношений, мне кажется, всегда идет такая жесткая борьба на государственном уровне разных течений образования, того, как образовывать детей, для чего образовывать и так далее. И в этом смысле вот именно борьба за идеи образования, она не видна, да, она где-то там спрятана, но мне кажется, такая достаточно жесткая и где-то, возможно, бескомпромиссная. Как ты считаешь, плюс ли в этом плане каких-то средних специального образования, где, предположим, без станка онлайн ты не сможешь выучиться? Но все равно придется какие-то профессии, которых ты должен учиться руками делать, и дома ты не сможешь это повторить. Да, мне кажется, сейчас вообще в целом специальное образование, среднее образование, оно становится более привилегированным, чем высшее образование, потому что человек может что-то делать руками. Это, скоро будет настолько же уникально, как, я не знаю, лет 200 назад человек умел считать. Сейчас вот сделать что-то руками – это ценность, огромная ценность. И я думаю, если вот тенденция это сохранится через международные наши конкурсы по вот… WorldSkills. Да, WorldSkills – это соревнования рабочих профессий, то это очень будет здорово. И в этом смысле можно по-разному относиться к этому миру, и труд физически, он обогащает человека, как ни крути. У него просто, даже мозги по-другому работают. То есть некоторые мышцы задействованы, другие там и так далее. Вот. И, возможно, здесь будет наше спасение в среднем образовании. Какие твои пожелания? У тебя есть какие-то надежды на то, как будет развиваться наше образование, или как бы ты хотел, чтобы оно развивалось? Да нет. То есть, понимаете, здесь в чем? Если стоять как социолог без долженствования, без желания, моя борьба находится тем, чтобы посмотреть, что есть, и максимально понять то, что происходит в социальной реальности. А куда-то двигаться, становиться фанатиком каких-то правильных решений, я, наоборот, от этого бегу, потому что, ребят, вот это у Достоевского есть идея, что а можно ли сделать мировое счастье через слезу ребенка? То есть, да, будут все счастливы, но будет слеза ребенка. И когда русские отвечают положительно на этот вопрос, у нас происходят жесткие революции, там, в лице Ленина или того же Ельцина, когда, да, мы сейчас придем к всеобщему какому-то счастью, но будут потери, выраженные миллионами жизней, причем на ровном месте. Поэтому я сторонник других, скажем так, подходов. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте наши ролики, они выходят не так часто, поэтому их сложно пропустить. Спасибо, пока.